Эй, друзья! Когда дело доходит до встречи с медведями, люди находят самые невероятные способы выжить. В этом ролике я расскажу вам о том, как спрей против медведей стал настоящим спасением в критических ситуациях. Узнаете, как именно он действует и почему медведи начинают пятиться назад. Но вот загвоздка. Одна ошибка в использовании, и это может обернуться катастрофой. А самое интересное, сколько человек пострадало, неправильно применив этот спрей. Это будет захватывающе и, возможно, немного шокирующе, так что не пропустите ни секунды. Туристка в национальном парке и встреча с гризли. Первый инцидент произошел в национальном парке Йеллоустон, и он стал наглядным примером успешной защиты от диких животных при возникновении потенциально опасной ситуации. Все случилось, когда туристка, исследуя живописные тропы парка, внезапно столкнулась с гризли, вышедшим из кустов. Встреча лицом к лицу с одним из самых могучих хищников Северной Америки могла бы закончиться трагически, если бы не решительные и обдуманные действия женщины. Она инстинктивно, но с сохранением хладнокровия, достала медвежий спрей, инструмент самообороны, предназначенный специально для отпугивания медведей в случае необходимости. Женщина направила струю прямо на приближающегося гризли. И знаете что? Все получилось. Правда, я бы хотел сразу отметить один важный факт. Ей очень повезло, ведь в этот момент был хороший ветер, который помог доставить активное вещество непосредственно до медведю, не дав ему возможности продолжить атаку. Реакция гризли была мгновенной и неутешительной. Животное резко остановилось, начало кашлять и затем, потеряв интерес к туристке, быстро удалилось в сторону. Именно так и действует медвежий спрей. Он может защитить человека в случае опасности даже в самых необычных местах. А самое главное, что эта женщина правильно его использовала. Но об этом я, пожалуй, расскажу позже. А сейчас давайте перейдем ко второму случаю. Рыбак у реки и черный медведь. На берегу реки Колумбия, разделяющей США и Канаду, произошел инцидент, который подчеркивает важность бдительности и своевременности использования средств самообороны при встрече с дикими животными. Рыбак, наслаждавшийся спокойной погодой и приготовлением улова, внезапно столкнулся с нежданным гостем – молодым черным медведем, который был привлечен ароматом свежей рыбы. Ситуация быстро стала напряженной, когда медведь начал приближаться к месту, где и находился рыбак. В момент, когда животное подошло критически близко, мужчина решил использовать медвежий спрей. Однако его реакция оказалась запоздалой. Он смог активировать спрей только тогда, когда медведь уже подошел слишком близко. И это была очень грубая ошибка в технике безопасности. Использование спрея в такой близости хоть и помогло отпугнуть медведя, но мужчина также довольно сильно пострадал. Струя спрея, содержащего раздражающие вещества, попала и в лицо рыбаку, вызвав жжение, слезотечение и временную дезориентацию. В результате, пытаясь избежать дальнейшего контакта с медведем, рыбак споткнулся и упал, получив несколько царапин. Но, как вы могли понять, медведю тоже было неприятно, и он решил избежать схватки с таким странным и опасным существом, как человек. Правда, все могло бы повернуться иначе, если бы, например, на медведя не попала струя. Семья с детьми и агрессивная самка гризли. Следующий случай произошел в заповеднике в штате Монтана, США. Там самка гризли вместе со своими малышами наткнулась на семью туристов. Как вы уже могли понять, семья наслаждалась прогулкой по туристической тропе, когда внезапно перед ними появилась мать гризли с медвежатами. Самка, чувствуя угрозу для своих детенышей, начала проявлять агрессию, рыча и медленно подбегая к людям. Отец семейства, решив защитить свою семью, действовал быстро и решительно. Понимая, что медведь может атаковать, он достал медвежий спрей и, оставаясь спокойным, применил его на расстоянии приблизительно 20 футов от животного. Это расстояние позволило эффективно использовать спрей и одновременно обеспечить безопасное пространство между семьей и медведем. Реакция медведицы была мгновенной. Спрей вызвал у нее раздражение слизистых, заставив трясти головой и сбив с толку. Ошеломленная и потерявшая агрессивность медведица вскоре повернула назад и увела своих медвежат в сторону, уходя от потенциальной угрозы. Благодаря этому туристам получилось выкроить достаточно времени, чтобы безопасно отойти и продолжить свой путь без дальнейшего инцидента. Группа туристов и ветер не в ту сторону.
А вот следующий случай был уже не таким радужным. В отдаленной местности Северной Канады, недалеко от Гудзонова залива, произошел инцидент, который чуть не обернулся трагедией для небольшой группы из 5 человек. Во время своего путешествия по арктическим просторам они столкнулись с белым медведем, одним из самых крупных и опасных хищников в регионе. При встрече с диким зверем группа попыталась использовать медвежий спрей – средство, предназначенное для самообороны в случае нападения диких животных. Однако в решающий момент, при попытке активировать спрей, они совершили критическую ошибку – не учли направление ветра. В результате, когда спрей был выпущен, сильный ветер направил облако аэрозоля обратно в лица людей, а не в сторону медведя. К чему это привело? А как вы думаете? Естественно, это привело к немедленному раздражению глаз и горла участников группы, серьезно осложнив ситуацию. Хотя медведь был частично задет аэрозолем, он не получил достаточного количества вещества, чтобы это оказало на него значительное воздействие. Вместо того, чтобы отступить, медведь проявил агрессию, чувствуя возможность и не встречая серьезного сопротивления. Тем не менее, инстинктивные крики и шум, созданные группой в попытке защитить себя, в итоге сыграли решающую роль. Эти действия помогли отпугнуть медведя, который, видимо, предпочел отступить. Всех участников инцидента спасло, можно сказать, чудо, так как ситуация могла легко закончиться гораздо более трагическим исходом. Хотя, может быть, медведь просто не любит трапезничать людьми, приправленными спреем против диких животных. А что вы думаете по поводу этой ситуации? Пишите в комментарии. Ночной гость на стоянке для кемпинга. В одном из национальных лесов округа Тетон, США, произошел инцидент, который мог бы иметь гораздо более серьезные последствия, если бы не быстрые действия одного из друзей. 2 туристов решили провести ночь в палатке, уединившись среди природы. Однако ночное спокойствие было нарушено, когда рядом с их лагерем в кустах начало шуршать нечто. Этот шум оказался вызван взрослым гризли, привлеченным запахом еды, который, вероятно, исходил из палатки. Реакция одного из друзей была мгновенной. Осознавая потенциальную угрозу, он схватил медвежий спрей, который держали под рукой на случай встречи с дикими животными. Не выходя из палатки, он выпустил облако спрея через дверной проем, целясь в направлении звука. Эффективность спрея не заставила себя ждать. Медведь, почувствовав раздражающее воздействие химических компонентов, быстро ретировался. Однако, несмотря на успешное отражение атаки, часть аэрозоля также попала внутрь палатки. Это вызвало у обоих друзей реакцию в виде кашля и слез, что стало побочным эффектом их оборонительного действия. Несмотря на дискомфорт, основной результат – безопасность жизни туристов – был достигнут. И я еще раз хотел бы подчеркнуть тот факт, что многие люди не задумываются над техникой безопасности, когда используют подобные спреи. Нужно всегда быть уверенным, что в случае угрозы действующее вещество не попадет к вам в помещение, и уж тем более в глаза. А что было бы, если бы тот парень не попал в медведя? После того, как в палатку залетело облако спрея, они бы уже не смогли защищаться. Нападение гризли на фермера, который не успел. Следующий случай произошел на Аляске, на фермерском участке, расположенном недалеко от леса. Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с внезапными встречами с дикими животными. Фермер, заметив медведя возле амбара, попытался воспользоваться медвежьим спреем, но ситуация быстро вышла из-под контроля. Медведь, реагируя, возможно, на движение человека или на чувство угрозы, успел сократить дистанцию до опасного расстояния, прежде чем фермер смог применить спрей. Когда фермер, наконец, распылил аэрозоль, расстояние между ним и медведем уже было минимальным. Хотя спрей и был активирован, облако аэрозоля задело медведя только частично. В результате, хотя животное и отскочило, успев среагировать на раздражающее вещество, фермер получил несколько глубоких ран из-за того, что промедлил с использованием спрея. Благо, медведь все-таки не стал продолжать нападение. Этот инцидент завершился благополучным исходом для фермера в том смысле, что он выжил, однако потребовалось хирургическое вмешательство для лечения полученных травм. Случай подчеркивает важность того, чтобы медвежий спрей был всегда под рукой и использовался правильно. Эксперты рекомендуют применять спрей на дистанции от 10 до 30 футов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность. Медведь преследует велосипедиста.
На одном из горных маршрутов в штате Колорадо, США, произошло событие, которое стало ярким примером правильных действий при встрече с дикими животными в экстремальных условиях. Велосипедист, наслаждавшийся поездкой по лесной тропе, вдруг обнаружил, что за ним на полной скорости бежит медведь-барибал. Вид, обычно считающийся менее агрессивным по сравнению с гризли, но все же представляющий серьезную угрозу. Инстинктивно понимая опасность ситуации, велосипедист не стал пытаться ускориться или убежать, что могло бы спровоцировать медведя на еще более агрессивные действия. Вместо этого он решил остановиться, что, хотя и кажется чем-то невероятно глупым, часто рекомендуется экспертами как способ избежать дальнейшей агрессии животного. Важно понимать, что в некоторых случаях убегание может активировать инстинкт преследования у медведя. С мужеством и решительностью велосипедист выхватил медвежий спрей, который всегда носил с собой на случай подобных встреч, и распылил его прямо в направлении медведя, когда тот оказался в непосредственной близости. Эффективное применение спрея оказало мгновенное воздействие. Медведь резко остановился, всхлипнул от раздражающего воздействия химических компонентов аэрозоля и, потеряв интерес к преследованию, повернул и убежал в лес. Как мне кажется, этот парень точно смотрел передачи по телевизору о том, как выжить в дикой природе и как избежать встречи с медведями. И из этой ситуации можно реально много чему научиться. Ну, а я пока расскажу еще одну историю. Случай с детским лагерем и неправильной демонстрацией. В одном из лагерей для подростков в провинции Британская Колумбия, Канада, произошел инцидент, который подчеркнул всю важность техники безопасности при использовании подобных аэрозолей. Инструктор, стремясь продемонстрировать группе подростков, как правильно использовать спрей, совершил критическую ошибку, выбрав для этого закрытое помещение. Сказать, что он вообще не умеет думать, это ничего не сказать. Как вообще до такого можно было догадаться? Видимо, он считал, что в помещении можно вполне безопасно продемонстрировать использование спрея против медведей. Но он не учел тот факт, что в закрытом помещении все это действующее вещество никуда не улетучивается, а наоборот, довольно быстро разлетается по всей комнате. Реакция на это была немедленной и острой. Дети в помещении начали испытывать кашель, слезотечение и удушье. Классические симптомы воздействия раздражающих веществ, содержащихся в спрее. Ситуация быстро усугубилась, и несколько детей вместе с инструктором были госпитализированы с раздражением слизистых оболочек, что потребовало медицинского вмешательства. Хотя, к счастью, никто не погиб, инцидент оставил у всех присутствующих серьезные последствия и урок на всю жизнь. И мне так кажется, этого учителя безопасности больше никогда не пригласят на проведение уроков для детей. По крайней мере, я бы не допустил этого. Медведь напал на собаку, но хозяин спас ситуацию спреем. Ну что, еще один случай с медведем. В одном из национальных парков штата Вашингтон произошел инцидент, который еще раз подтвердил важность наличия средств самообороны при встречах с дикими животными. Мужчина гулял со своей собакой средней породы, когда внезапно из кустов на них выскочил бурый медведь. Медведь, вероятно, рассматривал собаку как потенциальную добычу, что могло привести к трагическому исходу. Реакция хозяина была мгновенной и решительной. Осознавая опасность, он незамедлительно использовал медвежий спрей, который всегда носил с собой на прогулках в этом регионе. Эффективность спрея проявилась немедленно. Медведь, почувствовав сильное жжение в глазах и затрудненное дыхание, быстро отступил, предоставив мужчине и его собаке возможность безопасно уйти с места встречи. Хотя собака и получила некоторые царапины, они оказались незначительными, и серьезных травм удалось избежать. Хозяин же остался совершенно невредим. Позднее он поделился своими размышлениями о произошедшем, признаваясь, что никогда не думал, что маленький баллончик спрея может оказаться настолько эффективным и спасти им жизнь. Кстати, часть спрея также попала и на собаку, но не стоит думать, что он как-то пагубно влияет на животных и может им серьезно навредить. Сколько людей погибло из-за неправильного использования? Статистика, предоставленная различными организациями по защите природы и управлению дикой фауной в США и Канаде, который раз подчеркивает важность правильного использования медвежьего спрея для обеспечения личной безопасности в ситуациях, когда возникает угроза нападения медведя. Несмотря на то, что такие инциденты относительно редки,
Неправильное использование спрея может привести к трагическим последствиям. Но что именно нельзя делать? Я вам обещал, я вам рассказываю. Паническое распыление против ветра. Это одна из наиболее частых ошибок. При распылении спрея против направления ветра аэрозоль может вернуться в лицо пользователю, вызвав раздражение или даже временную потерю зрения и ориентации, что делает человека более уязвимым для атаки медведя. Да что там медведя, даже перцовые баллончики против людей, которые используются для самозащиты от грабителей и бандитов, часто используются неправильно. Но есть куда более глупая ошибка – использование спрея в закрытом помещении. Некоторые случаи, когда спрей применялся в стесненных условиях, например, в палатках или шалашах, приводили к ожогам дыхательных путей или даже отравлению из-за концентрации аэрозоля в небольшом объеме воздуха. Это может оказаться смертельно опасным не только для атакующего животного, но и для человека. Особенно бдительным нужно быть тем людям, у которых часто встречаются аллергические реакции. От действующего вещества может действительно возникнуть аллергия, из-за чего человек начнет задыхаться. А еще важно уметь быстро достать спрей. В критических ситуациях, когда каждая секунда на счету, невозможность быстро достать и активировать спрей может стоить человеку жизни. Зачастую люди теряют спрей, не могут снять с него защиту или даже забывают, как им пользоваться в момент опасности. Все это нужно попробовать тренировать где-то на природе, вдали от людей, чтобы в случае опасности вы точно смогли защитить себя. По данным статистики, за последние десятилетия зафиксировано несколько смертельных случаев, которые можно было бы предотвратить при более эффективном и правильном использовании спрея. Эти случаи подчеркивают необходимость тщательного обучения и практики в использовании спреев для самообороны от медведей, особенно для тех, кто проводит много времени в местах их обитания. Сегодня я рассказал вам о нескольких ярких эпизодах, где люди применяли спрей против медведей. Некоторые из них весьма успешно, а другие, увы, с ошибками и большими рисками. Пишите в комментариях свои мысли на этот счет. А я еще раз хотел бы отметить тот факт, что многие из людей, о которых я вам рассказывал, действовали профессионально. Кстати, знаете, где еще нужны профи? В нашей команде, друзья. У вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании, и спасибо вам за просмотр.